Приветствую всех по ту сторону экрана. Вы на канале Shelter 923. Наверняка вы уже слышали про то, что произошло в Техасе. Конечно, можно сказать, что это слишком далеко, какое мне дело. Меня это не заставит встать с диванчика, но не все так просто. Давайте пробежимся по фактам. Вы прочитали дисклеймер? Отлично. Итак, давайте медленно рассмотрим все самое основное. Дата проведения этого фестиваля 5.11. Во-первых, пятерка это 2 плюс 3, то есть 23. Во-вторых, 11 это 23, если смотреть на часы. Все с точностью, до минуты. Все прошло как надо, если смотреть с их стороны. Место проведения Energy Park, то есть Энергия Парк. Точное место Астродом, рядом еще, то есть место энергии, прямо в космос. Дословная трактовка местоположения, на мой взгляд. Там еще и футбольное поле. Как уже разбиралось на канале, футбол еще то демоническое место для откачки энергии. Не обязательно черные какой-то энергетики человеческой, просто сильной энергетики. Место Energy, но если писать сокращенно N, R и G, то выходит в гематрии есть такой вариант, как 13, нередко связано со смертью. А если написать полный вариант, то выдает и 88 и 444. Числа, которые еще ярче связаны со смертью, 88 и 44. А это получается 44 плюс 44 получается 88. Конечно же, Астродом рядом здания. В гематрии 33 есть такой вариант. Парк расположен на Кирби Драйв, на автостраде South Loop West I-610. И эти числа мне сразу бросились в глаза, то есть это код 911, все тот же код. Числа, привлекающие демонов, условный язык жестов для передачи, получения энергетики. Запомните это. До 2005 года рядом стоянка с парком служила для 6 флагов Астроворлда, какое-то мероприятие у них было. Астромира, которое с тех пор закрылось. Шестерка. Я думаю, это тоже очень важно. Место большой энергетики, и потому что там проходят матчи Супер Боул, то есть Суперкубок. Крупнейшее футбольное шоу для всех, где демонические слуги поют для всех, показывая, какие они милые и пушистые. Основную свою задачу показывают, какие они приятные. Интересный факт про стадион рядом. Суперкубок, 38-я игра была. В сумме это 11. Состоялся 1 февраля 2004 года, где патриоты Новой Англии победили Каролинских Пантер 32-29. Знакомый код. Конечно, я не уверен, что здесь что-то есть, но вот такой вот матч проходил, и вот такой вот счет был. Вот еще факт про место особой силы. Стадион был первым стадионом НФЛ с выдвижной крышей и натуральной травой. Стадион может быть сконфигурирован для использования площадью 125 тысяч квадратных футов, то есть 11 600 метров квадратных. Снова код 911. Арена Energy, ранее известная как Астра Арена, представляет собой спортивный центр площадью 350 тысяч квадратных футов, то есть 33 тысячи метров квадратных. И тут код 33, код важнейших космических циклов. Что именно входит в территорию особой энергии? В твиттере энергетиков, скажем так, и написано «Дом стадиона Energy, Центр, Арена и Астродом». В гематрии чисел Energy Park, если написать, конечно же, на английском, это число 40, число смерти. И я не верю, что это просто совпадение. В принципе, как обычно, якобы все само по себе произошло, как непонятно. Эти слова людей про якобы демоническое присутствие, понятия не имею, как может это чувство ощущаться. Может просто дикий страх, что и неудивительно. Я видел, что там было. Это, быть может, один из самых крупнейших ритуалов, которые я только видел за последнее время. Абсолютно открытое и читаемое на раз-два. И можно только ужаснуться тому, сколько людей вообще не вдупляет, что происходит.
Огромное око — это сцена. К тому же это и не просто картинка красивая, это уловитель энергии от толпы, то есть она как бы вперед устремляется энергия. В данном случае водоворота позитивных и одновременно ужасающих каких-то энергий от широко закрытых глаз. Думаю, нашему миру не хватает настоящих братьев Винчестеров, демонов покошмарить немного, вижу, подрасслабились. Все эти так называемые музыканты просто рупоры. Моя аудитория это знает. Глаз Кроноса в центре сцены. Думаю, от такого открытого ритуала аж Минаж с Перри поперхнулись, что они так давно не делали. И, конечно, надпись «Увидимся по ту сторону». И тут такой важный момент. Они знают. Не просто верят, там догадки, какую-то статью в интернете видели, вот они решили так. Не просто верят, они знают, что по ту сторону все есть. И демоны, и светлые существа знают. Коды — универсальная связь. Они как хлебные крошки для демонов найти то место, где можно покушать. Рупоры кормят. Посмотрел один фильм, называется «Странный Томас». Именно так я и вижу, что происходит и зачем. Просто посмотрите на это, вы будете в шоке от того, как это напрямую показали. Вкусная черная энергетика, бери не хочу. И все светлое, что они приписывают этому оку, это, думаю, все враки. Как обычно, самое кошмарное показать самым светлым и прекрасным, чтобы люди не шокировались, а сами тянулись к тому, о чем не имеют ни малейшего понятия. Все эти глаза на постере, глаза демонические, как условно, образно они выглядят. Они не могут быть всегда и везде, но приходят покушать. Как локально к одному человеку, как к группе, так и толпам. У глаза все же ограниченный угол обзора. И эти слова «всевидящее око», думаю, также преувеличение. Главный темный, которого выставляют светлым, не везде и всегда. Скорее, его рупоры повсюду. Тогда да, в таком случае он везде, его правые руки. Сам-то сидит в кубе, но есть и другая моя точка, что у него наместник ока в треугольнике, а вот в кубе сидит истинный темный правитель. Зачем, по-вашему, культисты надевают длинные балахоны с капюшоном, полностью покрывающие голову? Все для того, чтобы подчеркнуть смирение перед демоническими сущностями. В противном случае они пожалеют, что не покрыли голову. Как это человек и так вот ведет себя неуважительно? Запомните, всегда было одной из важнейших целей, чтобы человечество считало демонов выдумкой фантазеров-дурачков. И, конечно, смотрите мой разбор клипов Трэвиса, там есть кое-что. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем до встречи!